Всем доброго утра. Вы знаете, друзья мои, дело в том, что люди, которые в ремесле, люди, которые занимаются тем же, чем и я, кто-то раньше меня, кто-то чуть позже меня, неважно. В любом случае, со временем приходит к тому умозаключению, что для того, чтобы ведьме получить что-либо в этой жизни, для того, чтобы ведьму любили, уважали, пытались по-всякому быть ей полезной, помогать где-то решить ее какие-то основные вопросы, что-то внести, какой-то вклад, какую-то лепту, одарить, обрадовать. Для того, чтобы это все случилось, ей совершенно не нужно кого-то просить, совершенно не нужно кого-то принуждать, как-то заманить, каким-то образом уговаривать, что ей достаточно просто попросить у сил. И все, кто вокруг нее, начнут ей помогать без ее просьбы. Они сами захотят помочь ей. Я пытаюсь вдолбить определенным личностям, но никак не могу я им объяснить, что поймите, уважаемые, как бы вы не хотели круто выглядеть, как бы вы ни пытались какой-то имидж создавать, какие бы высокопарные вещи вы ни говорили, какие бы не устраивали какие-то чаепития, какие-то кружки, кройки и шитья, какие-то конференции и прочее, что сила ведьмы не в этом состоит. Это все компенсирует бессилие как раз ваше всегда. Всегда помпезность, всегда показушность, всегда желание показать себя в массовке, окруженные какими-то людьми, которые тебя внимательно слушают. Всегда желание показать себя в каких-то необычных местах, какими-то крутыми такими, знаете, я даже не знаю, антуражами, да, и прочее. Это все говорит о том, что вы бессильны, что у вас нету силы, что у вас нету знаний, что у вас нету возможности подчинить себе время и заставить работать в свою пользу. Видимо, это та, которая может попросить у сил и получать. Все, если ведьме что-то нужно, она не должна и не будет, и ей не нужно говорить: сделайте для меня то, сделайте для меня это, принесите мне то, помогите в этом вопросе и так далее. Ей достаточно просто читать заговор, и все сами это делают. Как вам это уже вдолбить и объяснить, чтобы вы наконец-то поняли, что разница между ведьмой настоящей и ведьмой показной и сделанной искусственно, это как разница между небом и землей. Потому что настоящая ведьма, она самодостаточна, она спокойно ко всему относится. Она спокойна, потому что она знает, что... Понимаете, это как все равно, что вот вы телевизор включаете, вы знаете, что на экране появится там... Ну, в общем, изображение появится. Вы уверены в этом. Вы на пульт нажимаете, и у вас даже сомнений нет, что сейчас на экране появится изображение, потом вы будете каналы переключать, в общем, и так далее. У вас нет мысли, как бы это сделать, чтобы включился телевизор, а вдруг не включится, а может там что-то надо еще что-то там подключить. Нет. Вы берете пульт, включаете и спокойно смотрите телевизор. Для вас это естественный процесс, вы к этому привыкли. То же самое касаемо ведовства. Чем больше вы практикуете, чем много лет вашей практики, тем сильнее ваша энергия привыкает к этому всему. И у вас даже сомнений нет, что вы сейчас попросите, и на следующий день у вас будет та же сумма, которая вам нужна. У вас нет сомнений, что вы попросите, и вам начнут подарки отправлять. У вас нет сомнений, что вы захотите, попросите, через некоторое время ваши заработанные суммы накопятся, и вы приобретете жилье, если хотите, и так далее. Понимаете? Уже вот имущество, деньги и прочее не самоцель давно. По какой причине, я вам объясняю, потому что ты уверена в завтрашнем дне, ты знаешь, что в любой ситуации, в самый последний момент даже все равно
придет спасение. И к таким ведьмам, как бы ни пытались их скинуть, что бы против них ни делали, все будет впустую. Не будет против них ничего весомого, настоящего, никаких таких фактов, оголяющих их какую-то биографию, что-то такое. То есть все будет впустую, все будет пустые хлопоты, пустая болтовня, которая ничего не даст тем людям, которые пытаются как-то ее очернить и прочее. Я хочу вам сказать, что ведьма – это та, у которой есть сила. Коротко и ясно. И эта сила видна. И эта сила не состоит в поездках в лимузине. Эта сила не состоит в каких-то таких, знаете, желаниях собрать вокруг себя массовку и показать, какая крутая. Эта сила не состоит ни в каких политических целях, ни в каких дипломах. Эта сила не состоит в каких-то конференциях аферюк, собранных воедино, чтобы доказать, что какие-то они дипломированные маги и колдуны. Эта сила состоит в ней самой, и эта сила чувствуется. Ей стоит захотеть и попросить, и все вокруг начинает вертеться, крутиться, кружиться вокруг нее. Ей нужны знания, ей их дают. Ей нужен опыт, она получает. Ей нужны что-то новые свершения, она получает. Ей нужно это сделать, она это делает. Ей нужны люди, которые к ней придут и помогут в ее деле. Этих людей посылают к ней в жизнь. Понимаете? Ей нужно больше известности. Эту известность приносят разными путями. Ей надо, чтобы люди ее любили, люди ее любят. Ей надо, чтобы враги опозорились, они позорятся. И так далее, и так далее. Это все говорит о ведьме. Потому что невозможно не видеть будущее, не видеть настоящее, прошлое человека и быть ведьмой. Это нереально. Потому что невозможно быть ведьмой и не знать заговоры. Ну, другой вопрос, даст она кому подарит или нет. Есть разные категории ведьм. В любом случае невозможно, чтобы ведьма не знала, как сделать то или иное, если у нее уже достаточный опыт, да? И прочее, прочее. Все это определяет ведьму. Ведьма совершенно не та, которая под софитами из себя строит ведьм. Таких ведьм мы видали столько в этих шоу. Они пришли и ушли. Их даже никто не вспоминает. А вот те, которые действительно обладали силой, они остались в веках, и до сих пор мы можем перечислить таких сильных людей. Они были и есть. Так что я думаю, что, ну, не то, что думаю, но я все-таки, мне кажется, что да, они все равно не поймут. Но те, которые в ремесле, для них вот этот заговор очень полезен. Я делюсь с вами тайнами, своими секретами успеха, если хотите знать. Успешного колдовства. Я радуюсь, я иногда, знаете, душа радуется, когда я вижу, что те, которые у меня в форуме, вот это все берут, и они так... Вот как они пришли год назад, и какие они зрелые сейчас и подготовлены в данный момент, это большая разница. Мне приятно, я хочу, чтобы были сильные практики, поверьте мне. Я хочу, чтобы они были. И мне совершенно нет ревности и злости по поводу того, что кто-то будет сильный. Мы друг другу не мешаем. Нам не дадут дружить рядом. Мы рядом не находимся. Если вы заметили, все практики, они живут в разных странах, разных городах, а значит, никакой конкуренции речи быть не может. Мы не будем мешать друг другу. Люди одни и те же к нам не ходят. Это совершенно других людей приводит. Понимаете? И мне приятно видеть, когда я вижу, что растут они, что они по-другому мыслят. Я вижу, что люди начинают умнеть и много осознать, и они могут уже объяснить много. Я иногда на форумах смотрю, где пишут, например, те, которые у меня в форумах часто бывают, я вижу, что они более зрелые стали, и они пишут умные вещи. Я вижу, что это пишут моими словами, они пишут то, что у меня научились, узнали. Мне это приятно. Так вот, вот им я отдаю еще один секрет успешного колдовства. Это я переписала специально, четко, ясно сегодня, чтобы... Потому что мой почерк – это почерк врача практически. Чтобы подарить вам, дорогие мои, как Вселенная может помочь ведьме.
так и назвала. Вселенная ведьме подсоби. Ваши проблемы будут решаться сами по себе. Вам нужны люди, вам принесут, то есть приведут этих людей. Вам нужны какие-то книги, вам эти книги привезут. Вам нужны какие-то атрибуты, у вас они будут. Вам нужны какие-то знания, вас не придут, научат, покажут. Или в какой-то момент включите ролик какой-нибудь, и вы увидите то, что вы хотели знать, и вы уже поймете, как можно на этой почве что-то свое составить. Ведьме помогает сила, вселенская сила, понимаете? Поэтому она непобедима. Вот по этой причине. Ведьме не помогают лимузины, прически и какие-то халтурные какие-то там места и какие-то ДК, взятые на 2 часа, собранные с какими-то такими деградирующими личностями. Не это помогает ведьме, не массовка каких-то пустых людей, которые вообще непонятно зачем пришли, для чего. Ведьме не помогает какие-то понты крутые там в ресторанах, кафе, рядом с какими-то, не знаю, кем-то, с толпой каких-то гусей, которые сидят и молча зрят на тебя. Это не ведовство. Это игра в ведьму. Это желание показать себя ведьмой. Это не ведовство. Там ведовства нету. Ведьма – это та, которая доказала свою силу, свои знания. А самое главное, ведьма – это та, которая начинает любить народ, признает, каждый хочет что-то сделать для нее, как-то помочь, как-то быть рядом с ней, как-то что-то, как-то выделиться, внести свой вклад в ее дело. Вот она ведьма, понимаете? Это и есть ведьма. А вот все остальное это просто утиные истории со всякими антуражами, со всякими совами, филинами. Это все для каких-то романтических журналов. Там ведовства нет. Так вот, я пытаюсь объяснить, что ведовство – это сила. И силе не нужно вот этих выпендрежев. Понимаете? И сколько бы ни говорили, что бабушки узкомыслящие какие-то были существа, как раз бабушки и были те самые настоящие колдуны и ведьмы. Так говорят те, у которых комплекс неполноценности. Знаете, комплекс самозванства. Когда они понимают, что они не на своем месте, они пытаются хаять тех, кто на самом деле, то есть тем самым пытаясь сказать, нет, вот вы принимаете классическое ведовство, что оно есть, что вот, например, бабушки не ездили в лимузинах, и бабушки чаепитие не устраивали какую-то там, да, с какими-то существами, значит, бабушки не были ведьмами, они были узкомыслящие, а вот здесь мы вот все ведьмы, нового типа ведьмы, новой, не знаю, эры, какой-то современный тип ведьмы, какая-то хрень. Кстати, я хочу сказать, что я увидела один ролик, где там в упакованной такой, значит, в упаковке из магазина сердце животного, во-первых, призывающие к вегетарианству и не имеют права трогать мясо, если они призывают к этому. Это, во-первых, да. Если уж нельзя животных убивать, значит, нельзя. Или тут, получается, можно. И самое смешное было, когда ножом дама проколола это сердце и, значит, выжила оттуда якобы кровь в стакан. Это так смешно, потому что это не живое мясо, это не живая кровь. Если вы хотите живую кровь, вы должны заказать либо у мясников, либо купить у людей, которые проверены, и вы знаете, что они там ничего не проколят, никак не перемешают. Магазинное мясо – это не живое мясо, живое мясо. Вообще я рекомендую магазинное мясо мало брать, потому что это практически труп. Там столько всего колят, что бальзамированные куски мяса, можно сказать. И оно не живое, точно так же, как неживое молоко из магазина выливали, которое на самом деле пальмовое молоко, там перемешано черти с чем, да? То же самое, это не живое мясо. Упакованное магазинное мясо – это не живое мясо. И оттуда кровь брать – это смешно. Там перемешано химически столько всего, там, знаете, проколото это мясо, что считать, что ты там взяла оттуда кровь для каких-то… Опять же говорю, пыль в глазах гусям. Вот кровью будут колдовать. Не той кровью колдуют-то, не таким образом кровь берется. Живая кровь должна быть. Живая, без каких-то перемешек, без каких-то упаковок и прочее, прочее. Это уже говорит о том, что человек, который такое демонстрирует, совершенная бездарность магии, совершенная.
Так вот, я пытаюсь вот ей, этой бездарности, в данный момент сказать следующее, что ведьма сильна не колхозом целым, ведьма сильна не людьми, которые сегодня тебя предадут, завтра снова придут. Ведьма не сильна массовками, ведьма не сильна показными какими-то конференциями. Вообще ведьме нахрен не нужны конференции какие-то проводить и что-то там кому-то говорить. Ведьма не сильна тем, что перечитывает какие-то журналы или какие-то сайты, пересказывает, причем совершенно не понимая в этом какую-то мифологию и прочее, прочее. Ведьма сильна заговорами. Ведьма сильна тем, что ей дает Вселенная, сила вселенская, мироздание, то, что она просит. Вот ее сила в этом, понимаете? Вот что она просит, ей дают. Вот ее сила. И ей совершенно не надо это сказать, то говорить. Ей не нужно деньги платить за рекламу, самая прелесть. И еще прелесть, что она дарит не на коммерческой основе. Для того, чтобы ведьме помогали, если она хочет помощи, она должна много дарить. Если ведьма требует ей помочь, а в то же самое время продает всем вся, причем не свой труд, еще самое интересное, такой ведьме грош цена. Она не ведьма, никогда ее не была и не будет. А вот когда она дарит столько, то ей хочется помочь. Тоже сделать ей что-нибудь хорошее, тоже взамен. Понимаете, есть такой архетип. Вот объясню. Архетип – это древний, то есть древняя заложенная программа у человека. Когда ты видишь красивого ребенка, обнимаешь, целуешь, и ты хочешь подарить что-то, куклу или конфету купить, потому что ты за удовольствие хочешь платить. Мы не знали, почему так происходит, а вот именно поэтому и происходит. Ты получила удовольствие, тебе приятно было видеть вот это вот толстенькое, да, щекастое вот это вот создание, и ты облюбовалась, тебе стало хорошо от этого, что ты увидела, настроение поднялось. И ты взамен хочешь что-то сделать, конфету дать, куклу купить, подарить и так далее. То же самое архетип заложен у каждого человека. Когда ты берешь какой-нибудь ритуал, ты совершаешь, и тебе это помогает, ты хочешь взамен что-то хорошее сделать. Ты хочешь поблагодарить, понимаете? Ты хочешь то ролик снять, ты хочешь взять канал создать и поблагодарить. Ты хочешь взять подарок отправить и поблагодарить. То есть я хочу вам сказать, что если вы хотите от народа что-то получить, вы должны этому народу столько дать, чтобы народ от радости своей, от того, что у него перемены случаются, захотел вам взамен оплатить вот за эту доброту, за эту помощь, отдать, тоже что-то отдать. То есть оплатить свое спасение, свою помощь, расплатиться чем-то хорошим с вами. А если вы ничего не хотите давать никому, потому что у вас ничего нет, и нет ума создавать, и нет таланта, и нету того, ну, дар называет, дар не в этом смысле дар, а вот именно, да, неодаренный вы этим всем, да, это не ваше место. И вы удивляетесь, почему к вам такое отношение. Да потому что вы ничего не давая, хотите, чтобы вам что-то дали. Так не бывает. Итак, всем, скажем так, кто в ремесле, я дарю еще один свой секрет помощи вселенских сил. Начнем. Нужна черная свеча, черный алтарь. Более ничего. Расслабьтесь, успокойтесь и начните. И сказала Матерь всех ведьм, первая наставница своим дочерям: дана вам сила, даны вам знания, духи вам подчиняются, силы с вами знаются. Боги благословляют, стражники защищают, души предков наставляют. Люди твое дело знают, любят, ценят, уважают. Благословила Матерь ведьм наш труд во имя всех людей. Наш тяжкий крест, наш верный путь, трудами полных наших дней, извиняюсь. И ведовствую нашу суть. Ведьма есть та, кто силу имеет, кто вовремя все подчиняет себе. Ведьма лишь та, что в корень зрит,
меняет жизнь в угоду судьбе. Нет в ней притворства, есть строгость и стать. Нет вероломства, и ей одной дано знать тайну души и сознания мира. Ей в подчинении демонов рать. Она и убила, и воскресила, она дочь вечности, вселенская сила. О, Вселенная, услышь же меня. Я начало начал, я путь бытия, я суть, я хаоса дочь. Я посланница ночи, и лишь у меня всевидящие очи. Я заклинаю и получаю, я время и духа в себе подчиняю. И воля моя нерушима. Я ведьма, я истина, я справедлива. Вселенная, мне помоги, подсоби. Я ведь хозяйка особой судьбы. О, Вселенная, ты созывай мне народ. У врагов всю душу выверни наизнанку. Пусть что враг пожелает, вернется им наоборот. Вселенная, всякое зло, что летит, до меня не дойдет, не долетит. Их старания будут вечно пусты. Сожрут их души и сердца силы зла. И на то и будет воля моя. Вселенная, меня укрой добротой. Любовью согрей, заслоняя собой. Весь мир, как единое сердце с душой, любит, лелеет, любуется мной. Как солнце на небе для народа я стану. Получать от них дар не перестану. Весь мир меня чтит, бережет и любит. Дела благословит да приголубит. О, Вселенная, услышь мой посыл. Пусть люди задарят, чтят мои дела. Да буду богата и полная сил. Куда бы ни шла, и куда бы ни шли, я бы их вела. Каждый человек ко мне полон любви. Да будут полны счастьем мои дни. Дары и имущество, величие и честь каждый день приносит мне благую весть. Вселенная, оживи все и всех вокруг. Мироздание, ты отныне мой друг. Все получаю, что попрошу. Мне дарят, приносят, что захочу. Все трудности решаются сами собой. Все меня ценят и довольны все мной. Каждый желает меня одарить. Каждый стремится благодарить. Каждое дело получается в срок. Мои дела каждому впрок. Весь мир воедино служит моей цели. Для меня открылись изобилие двери. Я ведьма, а ведьма есть сила и власть. Все, что попросит, ей Вселенная даст. Вселенная, подсоби ведьме, помоги ей во всем. Защити, одари, благослови. Богатство, славу, честь и признание ей подари. Да будет так, и так будет. Извиняюсь за ошибки, потому что пока еще темно, до утра работаю, устала, еще и у меня почерк неразборчивый, поэтому бывает, что запинаюсь. Но это не страшно. Вот еще один посыл во Вселенную. Вот это читается иногда, временами. И вы чувствуете, что вокруг вас опять шевеление пошло, опять начинается новая эра, опять начинаются ваши дела, начинают получаться и прочее, и прочее. Проведите. Это не лишнее. Наоборот, не то, что не лишнее, это очень даже уместно, очень даже вам поможет. Временами себя усильте. Мы всем помогаем, но забываем о себе. А это неправильно. Всем удачи.